Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с вами свяжем снова такую сумочку. Но точнее не именно такую сумочку, а просто я покажу второй способ, как сделать вот эти боковушки. То есть выглядят с лицевой стороны они будут точно так же. Я знаю, что многие из вас создали эту сумочку по моему первому видео, и ссылочку на него я оставлю внизу. В этом видео я просто расскажу, как сделать эти боковушки по-другому. В первом видео я предложила способ, который я считаю самым гармоничным, самым оптимальным, но у некоторых он не получается. И поэтому сейчас я предложу способ попроще, так сказать, для новичков. Выглядеть с лица это будет точно так же, а с изнанки по-другому. То есть если в том видео изнанка была тоже, как я считаю, совершенно идеальная, то здесь будет изнанка просто немножко по-другому. И в том варианте, который я предлагала в том видео, изнанку можно использовать как лицевую сторону, если она вам очень нравится. А мне она очень нравится, как там получается изнанка. Здесь же она будет не такая, и поэтому здесь изнанка будет именно изнанкой. То есть изнанку в этом способе использовать как лицевую сторону не получится. Итак, давайте начнем. Я уже связала основу сумочки и перехожу исключительно к вязанию боковушек. Вяжу я опять из пряжи Бисквит. Вот такой у меня клубочек остался после вязания основы. Да, это трикотажная пряжа 7-9 мм, 100 метров в одном мотке, примерно 350-400 грамм, и нарезка у нее на лицевую сторону. Сколько вот здесь вот петель, сколько здесь рядов, какие я использую инструменты, все это аналогично моему первому видео, ссылка на которое будет внизу. Вот, раскрывайте там вот описание под видео, и там будут все ссылки и ответы на то, сколько чего. Я не буду еще раз это все рассказывать и описывать. Сразу перехожу к вязанию боковушки. Одна петля у меня остается, и я набираю по краю 14 петель. Ну, возможно, другой вариант, но я набираю столько же. Если вам нужно чуть побольше, чуть поглубже, то, конечно, эти варианты можно рассмотреть. В принципе, здесь все точно так же, как и там. То есть, набрав петли, я перевожу их на спицу. Так у меня получается 14 петель на спице. И далее я просто вяжу 6 рядов платочной вязкой, то есть все лицевые в изнаночных, все лицевые в лицевых рядах. Единственное, что я сделаю первую петлю кромочную из накида. И дальше все лицевые. Переворачиваю и вяжу в другую сторону.
провязываю кромочную, которую я сделала из накида. Итак, я провязала 2 ряда. Всего таких рядов нужно 6. Я провязала 6 рядов. Вот смотрите, это у меня сторона лицевая. На ней оставлена полукосичка от кромочных петель. Да? С изнаночной стороны здесь нет полукосички. Что я делаю дальше? Дальше я первую петлю, которая была кромочной, я их распускаю. У меня получается 3 вот таких вот длинных, сейчас покажу их получше, вот отсюда, 3 длинных петли. Это кромочные, их всегда можно восстановить заново. Я беру крючок, которым до этого мы набирали петли, и вставляю в следующую кромочную, которая была как бы не задействована пока. Точно так же, как когда мы набирали, только мы вот отсюда вставляли с лица и набирали. А теперь я с обратной стороны вставляю, подхватываю вот эту вот петлю первую крючком, вытаскиваю ее наизнанку. Петля на крючке. Вставляю крючок в следующую кромочную, точно так же между косичек кромочной. Подхватываю вторую петлю, вытаскиваю ее и одну провязываю через другую. Получается такие как бы соединительные петли крючком, которые мы делаем вот из этих кромочных. Снова в следующую кромочную. Подхватываю, вытаскиваю и делаю соединительную петлю крючком. Дальше я переверну вязание на изнанку, потому что будет так удобнее. Видите, здесь образуются косички, поэтому эту сторону при таком варианте боковушек я бы не рекомендовала использовать как лицевую. И продолжу снова соединять боковушку с основной частью. Снова вставляю крючок в кромочную. На этот раз подхватываю нитку, потому что та кромочная, которая была в последнем ряду, она распустилась, и она как бы сейчас идет от нитки. Вытаскиваю ее и делаю соединительную петлю. И дальше я буду делать то же самое с петлями на спице. Только я их буду еще и провязывать. Вставляю крючок в петлю на спице, провязываю лицевой, вытаскиваю, делаю соединительную. Если вам так непонятно, да, как провязывать спицы, то провяжите эти петли еще раз просто спицей. Но возьмите чуть-чуть спицу побольше. Например, вы вязали 8, возьмите тогда спицу 10, потому что иначе будет очень сильно стянуто, да? И тогда вы просто спицу берете и сделаете так, как я говорила здесь. Подхватываете, вытаскиваете за кромочную и делаете соединительную петлю. Я буду делать с провязыванием, то есть я вставляю в кромочную, затем в петлю на спице, провязываю и вытаскиваю их наизнанку и делаю соединительную петлю. И так до того момента, пока у меня не кончатся петли на спице.
Провязываю последнюю петлю. Дальше здесь, если вы на этом заканчиваете, то нитку просто обрезаете и вытаскиваете, и подшиваете, прячете как-то на изнанке. Можно же сделать как вот здесь. Вот у меня идет по краю косичка закромочная. Это тоже смотрите в предыдущем видео, ссылка на которое внизу. В этом видео я это показывать снова не буду. Вот эта сторона — это изнанка. Сейчас я выверну его на лицо и покажу вам, что лицо получилось идентично тому варианту, который я предложила первый раз. Вот, видите? Вот так получается лицевая сторона. То есть здесь петли набраны, а здесь петли провязаны косичкой. Это выглядит одинаково, что вот на этой сумке, да, что на этой. Вот они. Поэтому, если у вас не получается первый вариант, попробуйте сделать этим. Думаю, будет понятно. Да, и когда у вас получится вот этот вариант, все же рекомендую вернуться к первому, который более трудоемкий, но я считаю его более гармоничным. Как связать правую боковушку? Она вяжется точно так же, только набираете петли с изнаночной стороны, то есть держите сумочку вот так вот. И также крючком набираете петли, точно такое же количество. И их набираете изнаночными. То есть это я все показывала в первом видео, да, можете посмотреть. Дальше снова вяжете 6 рядов платочной вязкой изнаночными петлями, не лицевыми, как здесь. То есть 6 рядов туда-сюда, все петли изнаночные. Это важно для того, чтобы стыки выглядели одинаково. Потому что если вы наберете лицевыми и провяжете петли лицевыми, то у вас будут выглядеть по-разному стыки. И когда вы это обнаружите, ну, вы сразу поймете, что нужно было вязать изнаночными. Да? Изнаночными, точнее лицевыми можно вязать лишь при одном случае, если вы делаете набор вот отсюда. То есть не с этого края, а вот с этого. Да? То есть вот с другого края, который как бы... ну, начинается сзади, да, тогда можно набирать лицевыми. Но при таком способе у вас косичка вот эта будет, уплотняющая косичка будет впереди на правой боковушке. То есть, опять-таки, они будут немножко несимметричны. Да? При первом способе, который я показала в первом видео, можно так сделать. Можно набрать вот отсюда лицевыми, связать, а потом припетлевать эти петли вот сюда тоже лицевыми. Здесь нет, здесь набираем изнаночными, вяжем платочной вязкой 6 рядов изнаночными, да, снова спускаем кромочные петли вот здесь вот, и затем их крючком соединяем за стеночку, да, соединяем крючком в косичку, и здесь дальше нитку выводим, обрезаем, закрепляем, не знаю, прокладываем косичку, все как вам нравится. Ну и если вам нравятся мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях свои вопросы. Спасибо за внимание.